Домашние сладости – это всегда аппетитно и вкусно. Всего 3 ингредиента и море радости у вас дома. По вкусу этот десерт напоминает батончик Сникерс. Перекус с чаем или с кофе с утра – отличный вариант. Всем привет! Я Света и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. Жареный арахис в количестве 500 грамм нам надо первым делом измельчить. Делаем это с помощью измельчителя. В 3 подхода мне удалось добиться необходимой полной чаши измельченного арахиса. Вот так должно получиться. Теперь второй ингредиент. Добавляем к арахису порциями мед. Руками тщательно перемешиваем до однородного состояния. Количество меда будет варьироваться. Это зависит от его консистенции. У меня 2 вида и оба довольно густые. Поэтому понадобилось немного больше, чтобы собрать арахисовое тесто в комок. Около 5-6 столовых ложек. Если мед жидкий, то соответственно необходимо меньшее количество. Все получилось, наше тесто прекрасно собралось в комок. После чего кладем его на бумагу для выпечки. Придавливая, придаем нужную круглую или квадратную форму, а сверху накрываем пищевой пленкой и раскатываем скалкой до желаемого диаметра. Естественно, все будет зависеть от вашей выбранной формы, как размер, так и высота готовой вкуснятины. Моя силиконовая форма диаметром 25 см. Перекладываем раскатанный пласт в форму или противень. Можно вместе с пергаментом. В моем случае есть уверенность, что готовое изделие беспроблемно можно будет извлечь и без бумаги для выпечки. Подравниваем по краям, если есть необходимость, и временно отставляем в сторону. Следующим шагом измельчаем темный шоколад 300 грамм и перекладываем в подходящую посуду, для того, чтобы его в дальнейшем растопить. Делаем это на паровой бане или короткими 20-секундными импульсами в микроволновой печи. К измельченному шоколаду по желанию добавляем 3 столовых ложки растительного масла без запаха. Просто с маслом шоколад становится ярче. Все готово. Выливаем половину жидкого шоколада поверх арахисовой смеси. Максимально равномерно все распределяем и отправляем на 1 час в холодильник, чтобы шоколад застыл. Спустя час все отлично схватилось. Теперь переворачиваем всю нашу красоту на другую сторону. Поливаем сверху второй половины растопленного шоколада и разравниваем.
Для красоты и по желанию делаем полоски из белого шоколада. 30 грамм измельченного белого шоколада растапливаем в микроволновке сразу в мешочке. Это очень удобно. Кончик совсем чуть-чуть отрезаем и выдавливаем, рисуя полоски. Делаем узор при помощи деревянной палочки или кончиком ножа. Очень красиво и нарядно получается, на мой взгляд. И снова убираем на 1 час в холодильник. Как видно, десерт прекрасно остыл. Вот так он выглядит в разрезе. Если ваша форма диаметром меньше, то естественно вкуснятина получится выше. Нарезаем наше угощение острым ножом на ромбики, квадраты или полоски, как душе угодно. Завариваем свежий чай и приступаем к трапезе. Радуем себя и своих родных и любимых людей. Приятного всем чаепития! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Традиционно всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов! Пока-пока!